Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, который называется юбилейный. Вкусный, быстрый и абсолютно несложный в приготовлении. Рецепт у меня этот очень давно, он где-то у меня с конца 80-х годов. И делала я его очень-очень часто, и раньше, и сейчас продолжаю печь. Попробуйте его испечь вместе со мной, получится у всех и понравится всем, мои дорогие. Начнем. Сегодня нам понадобится 6 яиц. Яйца у меня среднего размера, приблизительно 55 грамм каждое яйцо. Отправляем яйца в чистую сухую посуду, щепоточка соли. Начинаю взбивать и постепенно добавляю сахар. 270 грамм сахара идет в этот рецепт. Взбиваю обыкновенным ручным миксером. Миксер у меня 600 ватт. На это уходит где-то приблизительно 10 минут у меня. 8-10 минут. Яйца увеличились в объеме и побелели. Добавляю ванилин. Ванильный экстракт у меня сегодня 1 чайную ложечку. Можете добавить 1 пакетик ванильного сахара, конечно. Или ванилин. Аккуратно перемешиваю. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов. И сейчас я добавляю растительное масло. 100 мл растительного масла. В оригинальном рецепте сюда идет 100 грамм растопленного сливочного масла. Но если вы его замените на растительное, бисквит получится намного легче. Поэтому здесь я внесла свои изменения. Аккуратненько перемешиваю и добавляю еще 100 мл воды. Вода у меня комнатной температуры. Добавляю постепенно воду. И теперь начинаем добавлять муку. 270 грамм муки. Буду добавлять в 3 приема. Мука у меня хоть просеяна, но я ее просеиваю еще раз. 1 чайная ложечка разрыхлителя. И аккуратненько лопаткой перемешиваем. Я вам уже сказала, духовку нужно будет разогреть на 180 градусов. Вот именно к этому времени уже. Остальную муку тоже добавляю по чуть-чуть, просеивая. Рецепт старый, мои дорогие. И что я в нем изменила, вернее, только масло. Сахар я не стала уменьшать. Но если вы хотите, конечно, можете уменьшить сахар на свой страх и риск. Перемешиваю еще раз остаток муки. Все, тесто у нас уже готово. Видите, яйца абсолютно не осели. Если вы делаете все постепенно и тихими, медленными движениями, то яйца никогда у вас не осядут. Форма 24 см в диаметре. На дно я застелила пергаментную бумагу. И будем выпекать сегодня наш бисквит 3 коржами. Я этот рецепт показываю для всех новичков. Все, кто никогда не выпекал бисквит, таким образом у вас всегда все получится. Но если у вас есть опыт, то выпекайте 1 коржом и уже разрезайте его на 3 части. Бисквит у меня выпекался 16 минут сегодня при температуре 180 градусов. Как только верх подрумянился, он уже готов, потому что невысокий получается особенно. Но если будете выпекать 1 коржом, то выпекайте при температуре 160 градусов. Обязательно. Переворачиваю на решетку. Снимем бумагу сейчас. Здесь у меня чуть-чуть порвалась бумага, но ничего страшного. Переворачиваю на другую решетку, и нужно будет остудить. Это готов у нас 1 корж. Точно таким же образом нужно будет выпечь 2 и 3 корж. Приблизительно коржи получаются весом по 330-340 грамм. Второй корж тоже готов. И пока выпекается 3 корж, сделаем сироп. На 150 мл теплой воды добавляем сахар. Я добавляю 3 чайные ложечки сахара и рюмочку коньяка. Это наш сироп. Оставляем, чтобы сироп остыл. Пока сироп остывает, сделаем крем.
200 грамм сливочного масла. Нужно будет взбить с одной банкой сгущенки. Банка сгущенки у меня вмещает ровно 390 грамм приблизительно. 397, по-моему, там написано. Ванилин добавляю. И продолжаю взбивать. До пышности крем нужно будет взбить. Крема немного, его не хватает на хорошее украшение, чтобы сверху оформить торт. Поэтому я сейчас забираю отсюда буквально 2-3 столовые ложки крема. Мы его оставляем именно белым, а в остальную часть будем добавлять какао. Если вы хотите сделать торт, украсить розочками, цветочками, чем хотите сверху, то сделайте крем из 1,5 банки сгущенки и 300 грамм сливочного масла. Я не буду его сегодня сверху оформлять розочками, оформим по-другому. Вначале аккуратненько ложкой вмешиваю какао, чтобы не разлетелось оно у меня по всей кухне. И потом уже продолжаю миксером. Вот такой крем получается. Коржи у меня уже выпеклись и остыли. И будем собирать. Нам не нужно их оставлять, чтобы они остыли всю ночь. Если вы, конечно, будете выпекать одним коржом, то нужно будет оставить, чтобы они лучше разрезались. Но это легкий вариант, как я вам уже сказала. Пропитываю хорошенько сиропом каждый корж. Следите, чтобы края тоже были хорошо пропитаны. Распределяем крем по первому коржу и посыпаем грецкими орехами. На оформление торта и вовнутрь уйдет приблизительно всего вместе 100 грамм орехов. Накрываю сверху вторым, точно так же пропитываю. Оставшимся кремом смазываю бока. И то, что мы отложили, 3 столовые ложки ванильного крема, смазываю вверх. Бока оформлю орехами, но это не обязательно, конечно. Если вы сделаете этот торт, он вам по вкусу обязательно напомнит торты 80-х, 70-х годов, потому что он именно этот торт продавался тогда в магазинах. Обмакиваю вилочку в какао и вот таким образом делаю узоры по краям. А серединку засыплю орешками. Сегодня очень легкое оформление. Напишите мне в комментариях, кто вообще пробовал этот торт, кто помнит этот торт. Мне кажется, его продавали везде. Обязательно нужно дать ему пропитаться при комнатной температуре, а потом уже можно ставить в холодильник. Режем и пробуем. Торт мягкий, очень хорошо пропитался. Посмотрите, какая красота у нас получается внутри. Влажные коржи, шоколадный крем. И сюда очень подойдет крем-шарлотт тоже. Кто не любит крем со сгущенкой, крем-шарлотт это тоже идеален. Попробуйте, мои дорогие, торт вкусный, насыщенный. Именно сюда подходит этот крем, масляный крем подходит, или шарлотт, или крем со сгущенкой, как я вам сегодня показала. Попробуйте, напишите мне в комментариях, понравился вам рецепт или нет, и что вы еще помните из наших старых-старых забытых тортиков. Ну что, мои дорогие, всем приятного чаепития. Всех люблю, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.